Всем привет! Это видос про отопление гаража. Вот такой у меня гараж 6х8, плита УШП, утепленная шведская плита. Вот с другого ракурса гараж. В общем, задумка такая. Прошлый год отапливался вот таким котлом. Хороший котел, электрокотел 380 вольт. Познал все радости отопления электрокотлом. Вот у меня трубы на УШП идут, гребеночки. Хочу перенести этот котел в дом, так как в гараже плюс 15 градусов вполне достаточно. Этот котел 12 киловатт, он быстро нагревает, или 12 киловатт. Ну, короче, котел и котел. Хочу сделать следующее. Вот Сашка мне подарил вот такой тен. 6 киловатт на 380 вольт. Можно подключать. Заметил, что он сюда замечательно входит. Все, ништяк. Вот из этой бочки хочу сделать накопитель, так как будет отопление печное здесь. Это будет низ, то есть ножки будут вот здесь. Сделаю писюльки 4 штуки, может дюймовые, может еще какие, не знаю, какие трубы найду. Будет насос вот такой, обычный. Попробую изолировать теплоаккумулятор вот этот вот пеной распыления. Ну вот такая задумка. Че, поехали. Готовься не летом, это не про меня. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Шикарно пою, но это у меня не отнять. Вот оно чудо. Тут котел, расширительный бак и насос. 3 в одном. Замечательная вещь. Кстати, забыл сказать, Санек, спасибо тебе за тен. Если б не ты, не было бы печали. Я бы сидел дома спокойненько, на печке лежал бы. Да не шутка все это. Я действительно благодарен ему. Сделаю на тен. You're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. As I bleed for you, cry for you. Let me bleed. Ножки готовы. Стойка для бочки. Весь упор будет вот на это кольцо. Кольцо будет стоять на бортике. Примерно поставлю я все это дело. Вот такая водонапорная башня получилась. Высота 1,80 м. Пока все нормально. Тут тен будет. Кольцо это упоротое. Осталось сварить отводы.
и изолировать. Это случайно здесь оказалось. Мне братишка давал вот такой труботип поиграть. Вот, в результате вот такое колечко получилось. Каким-то образом под бочку даже. Ну, почти. Чуть выпирает. Вот сюда его и присобачил. All of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it Ну, все, заварил. Писюны. Вроде нормально, герметично. Короче, все заглушил. Все сгоны. Теперь хочу испытать воздухом. Ну, надую и мыльным раствором промажу все эти. Дул полчаса где-то. Надул вот, не знаю сколько тут. Короче, два маленьких деления. А тут капец, блин. Все вздулось. Писюны в разные стороны смотрят. Как будто сейчас взорвется. Вот и результат. Вот здесь ток я не подобрал нормально. Шов маленький у меня получился. Вот травит. Вот тут что-то беда какая-то у меня. Ну что ж, спускаю воздух и подвариваю. Вот теперь все хорошо. Вроде подварил. Вот тут резьбовое соединение травит. Давление есть. Вырезал из пеноплекса вот такую, не крышечку, а верх. Верх, короче, будет так вот изолироваться. Сделал верхушку из пеноплекса, утеплил. Начинаю пенить. Вот крышку запенил уже, заизолировал. Осталось боковины. Утеплитель приобрел напыляемый. Попробую, не знаю, что получится. Так, испытываем. Херня какая-то. Тоже не то. Ладно, поехали. Шляпа, блин. Это видео для тех, кто говорил, что у меня ни хрена не получится. У меня ни хрена не получилось. Такое говнище получилось. Кошмар. Блин, вот этот напыляемый утеплитель. Лажа полная. Или у меня и руки растут. Что-то одно из двух. Обмотаю обычным утеплителем, каким-то стекловатным. Изолирую также вот пленкой. Да и все, так будет проще. Да, вот это результат. Вообще отлично. Ну вот и все. Ватоизолировал я все это дело. Получилось вообще классно. Так, там даже воздушная подушка есть какая-то. Еще думаю обмотать вот такой вот фольгой. Плотненькой. Короче, получится открытого типа. Если вот здесь будет печка, вот там будет мой накопитель.
И от него наверх сделаю расширительный бак открытого типа. Ну вот я изолировал фольгой. Получилось вообще шикарно. Осталось убрать все это дело. Ну вот и все. Сделал. Резьбу подготавливаю следующим образом. Мотаю волосню сначала. Волоса, или как правильно сказать, сантехнические волосы. Напишите мне в комментариях, я хоть знать буду. Затем фумку. Все, кран наматываю, блин, накручиваю. Вот так аккуратненько вроде получается. Так, все, начинаю паять трубы. Поставил, все установил. Так называемый котел или накопитель, аккумулятор тепла, кто как хочет так называет. Трубы полипропилен будет. Первым делом спаяю трубы на расширительный бак, самую верхнюю точку. Ну потом до основных труб. Это вот на УШП трубы. Вот эти две. То есть вот сюда. Пока это все будет без печки, работать на тене. Тен испытаю. Потихонечку приобретает какой-то вид. Короче, спаял насос циркуляционный. Надо подключить обратка, соответственно. Подача. Так, начал заливать воду. Все герметично. Все хорошо. Еще не допаял трубы. Осталось вот бачок расширения допаять, повесить. Ну, короче, на улице минусяка, поэтому не стал доделывать, потому что там замерзнут трубы, боюсь. Поэтому на скоряк, короче, наберу и насос включу, и все, и до свидания. Будет гонять, а сам буду допаивать, доделывать. Так, все сухо, ничего не бежит, не капает, все хорошо. Ну, как отсюда побежит, тогда и выключу. А потом остатки воды долью через расширительный бак. Вот такая идея. Цепил насос, делаю опрессовку, так называемую. Короче, на ночь оставлю. Ну и посмотрю, где что капает. Ну еще что, какие косяки. Подключил тен. Насос работает. Вот электрики подсказали, как все это соединить. То есть через таймер получается. Вот сейчас покажу. Таймер включается. И начинает работать. Скрип. Ну и все. Таймер выключается и тен выключается. Все, шикардос. Осталось печку сделать. Ну и вот это вот всю эту балду нормально, аккуратненько ящик спрятать, и все. Ништяк, задумка удалась. Расширительный бак неправильно сделан. Надо было вот как колено. Не нужно было делать. Вот здесь воздух капливает. Надо было напрямую, наверное, делать.
Ну и вот такие нюансы, я не знаю. Может, там в комментариях подскажете еще что-нибудь. Те, кто хоть до конца смотрит, подскажите, что да как, что не так. Спасибо за просмотр. Всем пока. Санек, зацени. Все. Под ключ сделал.